Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить настоящий домашний хлеб. Хрустящий, ароматный и просто невероятно вкусный. Представьте себе, золотая корочка, мягкий воздушный мякиш и тот самый аромат свежей выпечки, который наполняет всю кухню. Если вы любите хлеб, как я, то ставьте лайки. Ну что, готовы? И если да, то как всегда следите за руками, а мы поехали! Я знаю, что многие из вас боятся работать с бездрожжевыми заквасками, ведь они требуют очень много времени и ухода. Поэтому сегодня мы приготовим наш хлеб на опаре пулиш. Такая опара готовится быстро и не требует ухода. Для ее приготовления нам понадобится минимальное количество дрожжей, также чуть-чуть сахара, и пулиш считается жидкая опара со 100% гидратацией, поэтому мы берем 1 к 1 муку с водой. Подробное видео вы можете увидеть у меня на канале вот здесь, будет линк. А теперь я вам покажу, что из себя представляет сам пулиш. Для пулиша я брала обычную муку, которая имеет где-то содержание 10% белка. И сейчас я хочу вам ее показать, что из себя она представляет. Посмотрите, сколько бульбашек у нее есть. И хочу, чтобы вы услышали этот звук. Слышите? Размешиваем хорошо пулиш и к нему добавляем водичку. И тоже доводим до однородной консистенции. Это все богатство мы отправляем в миску, там где мы будем, собственно, замешивать тесто. И просеиваем муку. Обязательно ее нужно просеивать. Я делаю хлеб с 70% гидратацией. Добавляем соль. И теперь наши руки в действии. Смотрите, сейчас вот так мы его замесили. Отправляем на столе, берем шпатель и выгребаем все, что у нас осталось в мисочке. Мы будем делать грубый замес, так чтобы не осталась мука сухая. Все должно как бы хорошо соединиться с водичкой. Это грубый замес называется. Вот так потихонечку. Сейчас тесто будет очень липкое, приставучее, но потом, какое оно станет, вы посмотрите. Вот так мы его пропускаем, вот растираем и смотрим на наличие на сухой муки. Теперь, смотрите, мы убедились, что у нас сухих ингредиентов нету в тесте, поэтому мы его собираем вот так в кучу. Собрали. Оно очень приставучее, смотрите. Смазываем нашу мисочку чуть-чуть с масличком. Неважно, оливковое или обычное. Я взяла обычное рафинированное масло. Смазали. И отправляем тесто где-то на минут 15-20, чтобы оно отдохнуло. А дальше мы будем его еще мешать. Точнее, массажировать. И накрываем обязательно пленкой, чтобы оно не заветрилось. За это время наша клейковина уже развелась. Теперь мы смазываем слегка стол, так, чтобы тесто не прилипало. И наши руки. Чуть-чуть. И отправляем его на столе. И нам нужно его вымешать до гладкости. Теперь методом растирания мы его размешиваем. Так, чтобы получили гладкую консистенцию. Наше тесто уже готово. Посмотрите, гладкая консистенция оно уже имеет. И теперь мы его оставляем где-то на полчаса в мисочке. Также его накрываем, чтобы оно не обветрилось. И через полчаса мы будем делать первое обминание. Я вам покажу. Прошло 40 минут, и сейчас мы сделаем обминку. Для чего она нам нужна?
Так мы распределяем газ внутри теста равномерно, тренируем нашу клейковину и улучшаем его структуру. Теперь нам нужно слегка намочить ручки и стол. И отправляем тесто. Оп-оп-оп. Распределяем. Подтягиваем на себя и заворачиваем. Вот так. То же самое делаем с этот конец. Подтягиваем, заворачиваем. Теперь с этой края подтягиваем, заворачиваем. И вот этот. Подтягиваем, заворачиваем. Теперь мы вот так чуть-чуть ему придаем более круглую форму и отправляем в мисочку. Теперь мы его оставляем при комнатной температуре где-то час. Можем сделать еще одну обминку, можем это не делать. Но я предпочитаю, когда ее сделать, потому что тогда тесто становится еще более воздушным. Итак, наше тесто уже готово. И сейчас мы приступаем к предформовке. Чуть-чуть маслечко. Для чего она нам нужна? Чтобы мы создали очень красивую текстуру и гладкую нашего будущего хлебушка. Вот так отправляем. Вот чуть-чуть маслечко. Расплёкиваем его вот так. И начинаем. Берем кончик и в середину. Кончик растягиваем в середину. Кончик растягиваем в середину. Кончик в середину. Смотрите, какие пузырьки. Кончик растягиваем в середину. Растягиваем и в серединку, как цветочек. Все мы это собрали в одну кучу. Разворачиваем хлебушек. И вот так еще раз его вот так создаем круглую форму. Округляем. И оставляем на столе со закрытую крышечку, где-то минут на 15-20. Наконец-то мы будем уже делать окончательную формовку. Почему мы оставляли тесто, чтобы отдохнуло? Когда мы работаем с ним, клейковина напрягается и становится очень сложно работать. И чтобы дальше нам было легче, нам нужно его оставить где-то на минут 15-20, чтобы оно успокоилось, расслабилось. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно сделать формовку в стиле пеленания. Я вот так чуть-чуть расплёкиваю наше тесто. Смотрите, какие пузыри. Растягиваем и в серединку. Вот так мы и делаем. Вот эти края я прищупываю тоже. Вот так. Шпум, хорошо. Потом этот край мы вот так запеленаем. Вот так. И вот это тоже нахлёст. Этот край сверху. Теперь мы делаем вот такие движения. И оставляем наше тесто в корзинку. Теперь мы ему даем где-то минут 30, чтобы оно отдохнуло, чтобы оно поднялось. И после этого мы будем запекать. И чтобы мы не теряли время, я уже подготавливаю духовку, включаю ее на 200 градусов, чтобы она хорошо нагрелась. И я буду выпекать в чугунную, не сковородку, а кастрюлю. Наше тесто уже готовое. Посмотрите, как оно увеличилось в объеме. И теперь нам нужно его переложить на бумаге. Очень-очень аккуратненько. Замечательно. И теперь нам нужно сделать разрез. У меня нету специального ножика, поэтому я буду делать с обычным. Теперь отправляем в нашу кастрюлю. Она очень-очень горячая. Вот так бумагу чуть-чуть я подправляю.
Закрываем крышкой. И отправляем в духовке, чтобы он выпекался. Наш хлебушек готов, и я хочу, чтобы вы послушали этот звук. Он невероятный. Это просто сногсшибательно. Внутри он очень мягкий, снаружи такая корочка хрустящая. Давайте мы его попробуем. Он остыл полностью. Ох. Очень-очень вкусный. Если вам понравилось сегодняшнее видео и вы любите хлебушек, как я, то ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!